Всем привет, друзья и подписчики! Каждый водитель, покупающий автомобиль в салоне, сталкивается с допами. Дилеры видят в клиентов лохов и надеются на поговорку «лох не мамонт, он не вымрет». Это и печально, и обидно, ибо сам покупатель ничего с этим сделать не может. А вот производители могут, и первой борьбу с допами начала Шкода. Компания стала обязывать салоны прописывать дополнительную инфу, которая поможет покупателю не навешивать себе лапшу на уши от недобросовестных продаванов. Это не только интересный, но и полезный выпуск. Потому просим вас поставить лайк и подписаться на канал, чтобы его увидело как можно больше людей. Ну а теперь поехали разбираться. Шкода стала рассылать своим дилерам документ, в котором настоятельно запрещается навешивать дополнительные опции и навязывать их в обязательном порядке покупателям. Эту информацию дилеры должны публиковать на ценниках автомобилей, чтобы покупатель сразу видел, является ли функция обязательной или это просто вымысел салона. Прошлый год выдался очень сложным для автомобильного рынка. Экспорт сильно сократился, и дилеры задумались, как сделать те же деньги, но при меньшем количестве машин. И им не пришло в голову ничего лучше, чем заламывать цены путем накидывания различных дополнительных опций, из-за чего цена машины становится намного выше. Причем клиенты писали жалобы производителю, указывали на то, что в рекламе производитель говорит об одной цене, а по факту она другая. Но в ответ, как и всегда, звучали отписки в стиле «дилеры могут вносить изменения в договора, менять цены комплектации». В общем, не нам вам рассказывать, как это звучит, думаем, вы сами хорошо представляете. Причем, опираясь на закон, дилеры объяснили, что на сайтах цена рекомендованная, и они вправе ее менять. Все это дошло до высшего руководства Шкоды. Стоит понимать, что концерны пристально следят за графиками продаж, и в случае их колебаний в любую сторону, они будут искать причину. И Шкода сделала это оперативно, причем взялась за устранение максимально серьезно. По данным было видно, что клиентура уходит от дилеров Шкоды, причем к дилерам других производителей, цена машин которых в принципе не отличается от стоимости Шкоды. Конечно, такое положение дел в главном офисе не оценили. Для начала концерн разослал всем своим партнерам письмо уведомления, в котором говорилось, что превышать рекомендованные цены даже с помощью навязывания допов нельзя. То, что это официальное письмо, сомнений не оставалось, так как авторитетный телеграм-канал Бакста опубликовал его копию у себя, а затем оно попало во всеобщий паблик. В тексте письма говорится, что общество с ограниченной ответственностью Volkswagen Group Rus, в группе которых и состоят дилеры от Шкоды, тщательно соблюдают законодательные аспекты торговли и ожидают того же от всех своих партнеров. Цитата из письма. Для сохранения лояльности клиентов и во избежание предоставления автомобилей, не соответствующего балансу цены и качества, а также уровня сервиса и обслуживания клиентов в официальных дилерских центрах Шкода, превышение максимально допустимых цен предпродажи автомобилей марки Шкода является недопустимым, строго и по делу. Также компания напомнила пункт из законодательства о защите прав потребителей, в котором говорится, что покупка одного товара не может обязать покупать другой товар, так как оба товара продаются отдельно и приобретаются только по желанию клиента. Чешский концерн предупредил своих партнеров о том, что они не имеют права впихивать все, что им вздумается в продаваемые авто от Шкоды, и тем более обязательно заставлять покупать допы. Также в письме говорится, что компания будет жестко контролировать этот аспект, а нарушителей ждет весьма суровые наказания, вплоть до увольнения управляющих и полного закрытия салонов. Есть только один ограничивающий фактор, что письмо это было выслано достаточно давно, и честно вам сказать, изменений в отечественных дилерских салонах Шкода пока не видно. Или вы уже видели продающиеся машины без допов,
Если да, пишите в комментариях. Кстати, если вы увидите машины Шкода с допами, вы вполне можете написать производителю, где и какие модели были встречены. Чем больше будет жалоб, тем больше это отобьет желание дилеров наживаться на клиентах. Кстати, не так давно антимонопольная служба РФ провела проверку ВАЗа. Просто отечественный производитель решил подзаработать и хотел запретить продавать свои машины без допов. Однако после проверки АвтоВАЗ поумерил пыл и рассказал, что в продаже будут как и полностью заводские комплектации, так и дополнительные. На этом у нас все, и мы ждем от вас не только лайк поддержки и подписку на канал, но и распространение данной информации. Помните, только коллективно можно побороть жадность дилеров. А мы прощаемся с вами до завтра.